Оставив у моста стражу, венгры в приподнятом настроении вернулись в свой лагерь и беззаботно проспали всю ночь. Но неудача не остановила Батыя. Незадолго до рассвета монголы сделали вторую попытку переправиться. Монголы не только осыпали венгерский сторожевой отряд стрелами, но и расположили у моста 7 осадных орудий, стрелявших огромными камнями. Отогнав венгров от берега, отряды Батыя переправились через мост и заняли боевые позиции напротив венгерского лагеря. В это время корпус Шибана нашел выше по течению брод и двинулся на соединение с основными монгольскими частями. Король Бела приказал начать наступление, чтобы прижать войско Батыя к реке и ограничить возможности для маневра его конницы. Субэдэй в это время еще сооружал средства переправы ниже по течению реки, поэтому уже переправившемуся монгольскому войску предстояло вступить в бой со всей венгерской армией. Венгры достигли монгольских позиций и в лобовом столкновении с противником стали теснить всадников Батыя. Не имея возможности в полной мере использовать свою мобильность, монгольские подразделения понесли значительные потери. После 2 часов ожесточенного сражения казалось, что под напором венгров монгольское войско скоро обратится в бегство. Однако в полдень отряды Субэдэя наконец прибыли на поле боя и с фланга стали осыпать венгров градом стрел. Картина боя кардинально изменилась. Теперь монголы перешли в наступление, а венгры стали отступать. Но повального бегства не произошло. Большая часть венгерского войска в потрепанном состоянии вернулась в свой лагерь. Приблизительно во 2 часу дня монголы окружили венгерский лагерь и приступили к его обстрелу. Особенно эффективной была стрельба горящими стрелами. Венгерские шатры стояли так близко друг к другу, что пожар быстро распространился по лагерю. Одновременно монгольские всадники подъезжали к заградительным повозкам и поджигали их. Окруженные со всех сторон, венгры были шокированы и медлили с ответными действиями. Далее монголы подвели к лагерю свои катапульты и стали забрасывать лагерь снарядами с нефтью и порохом. Часть венгерского воинства погибла от стрел, остальные же, так и не получив приказов, обратились в повальное бегство. Венгры пытались выбраться из западни, но путь им преграждали упавшие палатки и веревки. В образовавшейся толкотне многие венгры погибли, задавленные своими людьми. Понимая, что загнанный в ловушку враг сильнее сопротивляется, монголы специально создали в своем кольце брешь, чтобы венгры могли покинуть лагерь. Воины белые бросились в образованный просвет, не подозревая, что это очередная уловка. Когда колонна беглецов растянулась, монгольские конные лучники получили возможность расстреливать венгров поодиночке. В результате вся дорога на Пешт оказалась усеяна мертвыми телами.